Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Я сейчас на балконе, тут более-менее прохладно, раскрашиваю и смотрю передачу про Бразилию, про беженство. Вот. Так провожу время. Я уже дораскрашивала вот эту иллюстрацию, наконец-то. Я перебралась на кухню. Я вообще была удивлена, потому что я сегодня даже там не завтракала, хотя завтрак пропускать в принципе нельзя, но ладно. В общем, я выходила там буквально до ванны, до туалета и понимала, что очень жарко, но часа в 4 я вышла и поняла, что вроде как жарко, но абсолютно терпимо и можно что-то делать. Вот, поэтому я тут даже кофе попила, пока кофеварка там варила кофе, я вот дораскрашивала здесь, взяла с балкона стаканчик. Классная иллюстрация, такая она прям яркая. И хоть все садись, раскрашивай. Но нет, я буду по чуть-чуть. Все-таки раскрасок много, в которых хочется что-то пораскрашивать. Тут вот и на зиму будет что. Сейчас я все это отнесу в свой творческий уголок, положу на полочки, а это поставлю на балкон. Пусть там стоит. В общем, такая вот у меня получилась иллюстрация. Рубрика из Питера сообщают. Таврический сад. В общем-то, как и у нас в Москве, тоже душно, но очень красиво. Так что решила добавить вам немножечко фото и видео для настроения. Честно говоря, мне даже сейчас и гулять-то не хочется. А вот на фото, на видео посмотреть огромное удовольствие. Надеюсь, и вам понравится. Я как-то тоже гуляла, помню, в этом парке. Было очень классно. У воды сейчас просто идеально. Особенно там, где можно купаться. Просто чудо. О, какие вороны-то отборные, шикарные. И, наконец-то, я снимаю в своем творческом любимом уголке. У меня в этой комнате нет кондиционера, но есть вентилятор. Кстати говоря, я брала вот такой фикс-прайс. Раньше у меня были из фикс-прайса такие на батарейках, они не очень хорошие. А вот этот вот, он от USB, от сети, вот, отличный на самом деле. Мне очень нравится, он у меня уже не первый год. А большой когда-то у меня был, даже 2, вот, но мы их отдали. Потому что, в принципе, в большинстве случаев без этого можно обходиться. Иногда вот достаточно такого маленького, а кондиционер я включаю там за сезон несколько дней. По сути, сейчас я на данный момент 3-й день его включаю, и то урывками. Стакан у меня тут с водой, с этими, смотрите, какой прикольный, с троллями. Это я в Ашане покупала, они до сих пор там есть, но в авиапарке точно. Какие-то копейки стоят, в общем, мне кажется, рублей 20 чем-то. Может, в общем, не дороже 50 рублей, классный стакан. А мы еще с ушастым всегда брызгаемся водой тут. Ладно, давайте приступим непосредственно к раскраскам. Когда-то, примерно год, в общем-то, назад, покупала я, как и многие, прекрасные сады по 60, наверное, рублей. Может быть, больше, скорее больше года назад. Ладно, это тоже не важно. Она сразу развалилась, просто как я ее принесла из магазина. Такая тема у многих. Вот. И я решила взять вот эту иллюстрацию и раскрасить. Я обожаю цветы раскрашивать, к тому же
Здесь прям вон показано, где темнее, где светлее. Ну, сейчас что-нибудь такое подберу. Я думаю, что пока эту раскраску я отложу в сторону. И прям вот так вот листочек. Процесс обязательно покажу. Я выбрала полихромосы 3 цвета. Самый светлый это 156 Cobalt Green. Потом вот этот 153 Cobalt Turquoise. И потом будет самый такой темный цвет. Это 155, тоже какой-то туркиш, что-то такое. Короче, они 3 сочетаются очень неплохо. Ну и эти вот полихромосы, эти цвета я еще как-то особо-то и не использовала, поэтому вот и взяла их. Мне вообще нравится и синий цвет, и раскрашивать цветы такими цветами. У меня и карандаши «Белые ночи», там 3 карандаша, тоже подборочка, которыми я раскрашиваю. Ну вот сейчас этими захотелось. Ну, они здесь вот решила подложить, посмотрим. Да, вот сейчас лучше ложатся, видимо, просто стол у него такая поверхность, ну, не совсем гладкая, она как фактурная чуть-чуть, самую-самую малость. И поэтому, конечно, лучше подкладывать что-то. Ну, я на распечатках, например, особо, да вообще, наверное, никогда не раскрашивала, кроме по номерам один раз. Поэтому как-то и не привыкла. А тут вот этот листочек достала и поняла, что да, как хорошо раскрашивать в раскрасках или что-то подложить. Вот. Ну да, сейчас они, пожалуй, хорошо ложатся. Но я, наверное, еще потом блендером пройдусь от карандаш и салфеткой, скорее всего. Здесь еще другой вид цветов, как я понимаю, но я буду все цветы раскрашивать именно синим. Ну, в конце концов, синих цветов в природе много, ничего страшного. Ну и листья. Листья, соответственно, тут тоже 2 видов, но и их я буду вот этими карандашами Лира своей стандартной подборочкой раскрашивать. Как по мне, эти карандаши здесь по своей вот структуре подходят не только по цвету, они очень своеобразно ложатся и здесь просто будут идеальны. Серединку я сделала тоже полихромосом, который, ну, типа охры. Я не помню, как он называется. Я сразу раскрасила им и убрала. Хотя вот вижу, что там пропустила немножко. Сейчас снова придется доставать. В общем, хорошо тут получается. Ну вот, я еще немножко пораскрашивала, сижу уже снова в зале под кондиционером, потому что я даже удивилась, к 4, вот как я сказала, стало как-то попрохладнее, поприятнее. Так, все падает в квартире, а сейчас прям снова настолько жарко в ночи. В общем, вот так дело движется, сейчас переверну. В принципе, мне нравится. Буду сейчас дальше раскрашивать понемножку. Вот. Собакен тоже наконец-то спокойно спит, потому что температура так подохладилась. А то прям было очень жарко. Я вот
блендером и салфеткой прошлась, уже где цветы. Блестит все. В общем, как-то так. Стакан у меня тут удобно расположился. Ладно, буду это видео завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам здоровья, вдохновения. Всем пока-пока!